рождение звезды Заратуштра. Как же приятно смотреть на огонь. Да, издавна люди поклонялись огню. Огню был народ зороастрийцы. Они во имя Ахура-Мазды приносили большие жертвы. В особенности это был огонь. Зороастрийцы? Да, зороастрийцы. Зороастризм — это самая первая религия, монотеистическая первая религия, которая появилась на земле. Заратуштра — основатель религии зороастризма, пророк, жрец и ученый. Когда же было предсказано рождение Зороастра, на небе появилась новая звезда. Но злые духи не хотели, чтобы пророк родился. В один прекрасный день самая прекрасная девушка племени, возвращаясь домой, увидела большое толпище людей. Они говорили о рождении пророка. Тогда она очень обрадовалась, потому что хотела увидеть чудеса и пророчества своими глазами. А на нее смотрели несколько злых людей. Она, увидев их, удивилась, но не обращала такого пристального внимания на них и побыстрее помчалась себе домой. Вечером, когда они обсуждали о том, что родится пророк, к ним домой пришли жрецы. Если ты не защитишь свою дочку, злые люди могут навредить ей. Тогда отец отправил свою дочь к своему другу Пайтараспу. Если ты поживешь у него, это было бы хорошо. Пусть Бог будет к тебе в помощь. Семью Спитама все уважали. Его сын был Пурушасп, и он охранял свое государство от других людей. Он был хорошо сложенным и красивым человеком. Радостная и красивая девочка Дугдова понравилась семье Спитама. Дни проходили, зима закончилась и пришла весна. И, наконец, к дворцу возвращались воины. И все девушки дарили им венки. Дугдова тоже приготовила свой венок. И она протянула Пурушаспу этот венок. Они встретились, и у них зародилась любовь. Предки очень сильно уважали любовь. Они согласились, чтобы произвести свадьбу. Бог способен на великие дела. Уже скоро у Дугдовы появился зародыш. Она чувствовала биение сердца внутри. Отец и мать были еще более радостными, услышав эту приятную новость. В 5-й месяц она увидела очень странный сон. В этом сне злые духи побеждали добрых. Дугдова очень испугалась, и к ней взавили эти добрые духи. «Не горюй, ты родишь пророка, и он будет вести людей к борьбе против зла, и тогда истина восторжествует». С этого дня Дугдова изменилась, и люди тоже увидели ее изменения. Она стала еще более красивой. Когда девы узнали о рождении Зороастра, отправили к нему 9000 девов. Когда Заратуштра родился,
Внезапно он заликовал, засмеялся. Он призывал людей жить в гармонии с природой, призывал бороться против дьяволов. Злой дух Ахриман не хотел сдаваться. И тогда он вселился в сердце одного злого человека, Дурсароба, и отправил его к дому Заратуштры. Когда дома никого не было, он прорвался домой и украл Заратуштру. Дурсароб оставил ребенка на дороге, на котором мчались очень много скотов. Когда скот приближался, один конь приближился к Заратуштре и накрыл его своим телом. Тогда злой дух еще более пришел в ярость и начал метать молнии. Но ангел защитил ребенка от этих молний. Таким образом, Зараастр был защищен. Тогда Дурсароб отправил к Заратуштре одного лекаря. Тот подсыпал вместо лекарства ему яд. Но Зараастр опрокинул чашку с ядом. Злые люди начали приближаться к дому с питами и сожгли его дом, чтобы ребенок сгорел. Но внезапно огонь превратился в прекрасных роз. Зараастр и весь мир заликовал. Чем более он становился взрослым, тем более он желал добра для людей. Услышав о Заратуштре, мудрецы пришли к его дому, чтобы испытать его ум. Тогда Зараастр начал спрашивать о добре и зле, о звездах, о мироздании. Они очень долго думали, но не могли ответить вопросам Заратуштры. Они были ошеломлены, когда начал он отвечать им, в чем смысл мироздания. Тогда ему было всего лишь 9 лет. Зараастр своим разумом мог видеть суть вещей. Он очень многое время тратил за наблюдениями природы. Он наблюдал за звездами, за живыми существами. И так он рос. Когда Заратуштре стало 15, он ушел из своей родины, потому что хотел найти истину, которую он не нашел у себя на родине. Заратуштра жил 3000 лет тому назад. По его посланию люди собрали книгу, и называется она «Авеста». Пока он наблюдал за звездами, он думал о сотворении мира. Он очень хотел найти истину. Он много путешествовал по миру. Один день Заратуштра приблизился к реке Абаги, но он не смог перейти эту реку, потому что не было лодки поблизости. Тогда Заратуштра помолился Богу и начал ходить. И он прошел всю эту реку по поверхности воды, словно по мосту. Зараастр очень много ходил, и в один день он пришел к празднику Навруз. Навруз означает новый день. Он празднуется в начале весны.
и означает, и он символизирует новую жизнь, перерождение. Навруз празднуется почти 15 тысяч лет с концов ледникового периода. Так давно? Да, очень давно. Заратуштра дошел до реки Даития. Эта река Даития была очень глубокой. Заратуштра помолился Богу и начал входить в воду. Вода сперва накрыла его до стопы, потом до коленей, а потом до живота и до плечей. Когда он вышел с воды, он узрел, что его тело сверкало как золото. Он понял, что это чудеса, которые показывает ему Бог. Это было символическим обозначением того, что истина будет провозглашена 4 раза. Но, конечно же, первое учение было дано Заратуштре. Заратуштра увидел озарение. Это было озарение Вахумана, то есть озарение высшего разума, наилучшего разума и наилучшего помысла. Он услышал его голос. «Что же ты хочешь, Заратуштра?» «Я хочу увидеть Бога Ахура Мазду». «Тогда закрой свои глаза и взгляни в свое сердце», — сказал Вахумана. Заратуштра закрыл свои глаза и увидел свет. Он задал очень много вопросов Ахура Мазде, и Ахура Мазда ответил на все его заданные вопросы. Ахура Мазда ему сказал: перед тем, как ты вернешься к людям, я хочу, чтобы ты прошел сквозь этой огненной горы. Если твое сердце и ум чисты, то ты останешься жив. И тогда ты принесешь истинное учение людям, мое учение. Знаешь, действительно есть гора Чимтарга. Может быть, об этом говорится. Потом случилось. Бог Ахура Мазда сказал: ты передашь учение людям о справедливости и о нечисти, об учении света и тьмы, об учении правды и лжи. Пусть люди, услышав твои слова, начинают выбирать свой путь. Пусть они выберут, кому будут служить. Пусть они не забывают своих предков. Пусть они чтут своих родителей. И пусть всегда молвят правду. Пусть они держат свое сознание, свое сердце и свое тело в чистоте. Пусть держат в чистоте землю, воду и огонь. Но если кто-нибудь из них выберет зло и мраки, то он станет в плену у Ахримана и будет служить ему до конца своих дней. Потом Ахура Мазда вручил свой символ Заратуштре. Это был огонь. Заратуштра вернулся к своим родителям и объявил: пусть каждый выбирает себе путь. Не создавайте нечисти, не убивайте людей, не крадите ничего у людей, не воюйте, будьте милосердными друг другу. Каждый человек должен пропитываться своим трудом. Вот это учение Бога. Но жрецы не хотели принимать учение о добре и зле. Потом Заратуштра опять отправился в путь. Да, действительно, его не зря называли пророком странствующим. И в один день он пришел к дворцу Виштаспы. Виштаспа очень многое слышал о Заратуштре. Это было красивое и великолепное государство. Как и его король, впрочем. Король Виштаспа позвал всех своих мудрецов и знахарей, чтобы испытать Заратуштру.
своими глубокими знаниями и прекрасным умом Заратуштра удивил царя и его знахарей. Удивил всех. Король Виштаспа и его жены увлеклись учением Заратуштры. Но в это время зло боролось с добром. Ведь Заратуштра хотел принести правду и истину людям. И в числе этих мудрецов Виштаспы были люди, которые служили Ахриману. Один из них позвал охранника, дал ему ожерелье, сказав, что ты будешь молчать. Они зашли в комнату Заратуштры, бросили туда разные вещи, которые символизировали о том, что он чародей. А потом он пришел и заявил Виштаспе, что наш новый пророк на самом деле злодей и чародей. Если не верите, давайте проверим его комнату. Потом они обыскали комнату Заратуштры и нашли мертвечин, кость, кровь. Когда король Виштаспа разгневался и сказал, что это такое, тогда Заратуштра своей улыбкой ответил ему: не верь этому, это проделки злых людей, это проделки людей завистливых. Ты лучше спроси у охранника. А потом охранник ответил: я ничего не видел. Потом Виштаспа повелел своим охранникам, чтобы те поместили Заратуштру в заточение. И злой дух заликовал. Неужели бог Ахура-Мазда позволил этому быть? Неужели он не защитил Заратуштру? Почему же ты такой нетерпеливый, мой внук? Ты послушай дальше, что было. У короля Виштаспы была любимая лошадь. Неожиданно он заболел. Многие врачи пытались вылечить его, но безуспешно. Потом созвали Заратуштру к королю. Потом Заратуштра сказал королю Виштаспе: если же ты выполнишь мои 4 требования, то я вылечу твоего коня. Если даже у тебя будет 40 требований, всех я выполню, только вылечи моего коня, сказал король ему в ответ. Дай слово, что ты будешь жить согласно новому закону, что ты будешь только думать о добре, о добрых мыслях, о добрых намерениях и о добрых делах. Я даю слово, Заратуштра, ответил король. И в это время зашевелилась первая нога коня. Второе мое условие: пусть твой сын тоже даст мне слово о том, что он будет творить только добро и будет служить тебе и твоему государству. Тогда зашевелилась вторая нога. Третье мое требование, сказал Заратуштра: пусть твоя жена и жены дадут слово, что будут идти по правильному пути. Пусть жены будут чистыми и целомудренными. Как только жена короля сказала: я даю слово, третья нога коня зашевелилась. Последнее условие, сказал Заратуштра: спроси у охранника. И знай, что если твой охранник опять соврет, то твой конь навеки останется калекой. Король очень жестко опросил этого охранника и заявил, что если он не скажет правду, то ему отрежут голову. Тогда охранник рассказал ему правду. Он сказал, что он скрыл правду, скрыл истину. И тогда конь короля встала на ноги. С этого дня Виштаспа принял учение Заратуштры. Он объявил, что все отныне будут жить согласно правде и истине, согласно любви и доброте, согласно верному учению. И все королевство приняло новое учение. И все приняли Заратуштру. Но ведь не все же люди одинаковы. В один день к Заратуштре пришел один скиталец. Он объявил, что я десятилетиями вдали от людей молился Богу. Я скитался по земле и творил больше мольбы к Богу. Я ближе, чем ты, к Богу. Я более достоин пророчеством, чем ты. Я пророк, но не ты. Тогда Заратуштра ответил ему: самый простой человек, который взрастит дерево, гораздо ближе к Богу, чем ты. Вместо того, чтобы бесконечно молиться Богу, тот, кто сделает один хлеб и накормит людей, тот гораздо ближе Богу, чем ты.
врач, который вылечит больного, учитель, который даст правильное обучение. Ихняя служба гораздо превыше, чем твоя. Они выполнили свою задачу перед Богом гораздо лучше, чем ты. И ихние дела перед Богом гораздо ценнее, чем твоя бесконечная мольба. Ты провел свою жизнь без толку. Заратустра был сказочным человеком. Ученый, звездочет и жрец. Как же он умер, дедушка? О его смерти существует несколько легенд. Одна из них гласит о том, что его убили во время мольбы, а убийцу поразила молния среди белого дня. Заратустра показал людям правильный путь в жизни. Это путь добрых мыслей, добрых дел и добрых деяний. Люди записали его учение в виде гаты, а ученые собрали все эти гаты в единую книгу и назвали его Авестой.